Всем привет! Вы на канале Biscuit. Сегодня я расскажу вам, как сделать розы из пластичного шоколада. Ингредиенты в инфобоксе под видео. Возьмите 100 грамм белого шоколада и 30 грамм жидкого меда. Шоколад и мед должны быть одинаковой температуры. Добавьте несколько капель жирорастворимого красителя. У меня розовый. Перемешивайте до загустения. Как только шоколад загустеет, его можно оставить стабилизироваться. Но мне задавали вопросы, что делать, когда при работе выделяется много какао-масла. Для этого до начала работы необходимо избавиться от лишнего какао-масла. Соберите шоколад, хорошо разомните его и выдавливающими движениями выжмите лишнее какао-масло. Краситель в шоколад можно добавлять как до его замешивания, так и после. У меня оттенок шоколада оказался недостаточно интенсивным, поэтому я добавила еще несколько капель красителя. Продолжайте вымешивать шоколад и отжимать какао-масло. У меня отделилось немного какао-масла, всего несколько капель. После вымешивания заверните шоколад в пищевую пленку. Разложите шоколад тонким слоем, это поможет быстрее стабилизироваться ему и в дальнейшем будет проще работать. Отломите нужный кусочек, а остальное уберете. Оставьте при комнатной температуре на 2-2,5 часа или уберите в холодильник на 1 час. После того, как шоколад стабилизировался, приступим к изготовлению роз. Хорошо разомните шоколад. Присыпьте рабочую поверхность и шоколад сахарной пудрой, для того, чтобы он не прилипал к пергаменту и скалке. Раскатайте тонким слоем, около 1 мм. Вырежите небольшие кружочки вырубками или крышечкой от пластиковой бутылки. Из небольшого кусочка шоколада сформируйте капельку. Возьмите кружочек, истончите его с одной стороны, надавливая на него. Приложите к капельке. Соедините края лепесточка.
Так сформируется серединка розы. Следующий лепесточек также истончите с одного края и наложите с противоположной стороны, соединив края. То же самое сделайте с третьим лепестком. Истончите и наложите с противоположной стороны. Немножко отогните края. Следующий лепесток также приложите с противоположной стороны, немного отгибая края. Пятый лепесток приложите сбоку, но прижмите только один край, для того, чтобы следующий лепесток можно было подложить под край предыдущего лепестка. Прижмите край предыдущего лепестка. То же самое повторите со следующими лепестками. Немного отгибайте лепесточки, чтобы это выглядело более натурально. Можете помогать себе зубочисткой. Подкручивайте лепесточки и придавайте им форму. Так как роза у нас будет стоять, нижнюю часть срежьте и подставьте на какую-нибудь подставку. У меня это кольцо из фольги. Уберите в холодильник до застывания. Теперь сделаем листочки из зеленого шоколада. Разомните шоколад и раскатайте его в пласт около 1 мм. Вырубкой вырежьте несколько листочков. Если у вас нет вырубки, воспользуйтесь ножом. Вырежьте листочек нужной формы. Прорежьте ножницами зубчики по краю листа.
Если нету ножниц под рукой, это можно сделать обычным ножом. Зубочисткой сделайте прожилки. Листочек готов. Вот такие очаровательные розочки получились. Поиграйте с количеством красителя, чтобы получить разные оттенки роз. Шоколадные розы – прекрасный декор для тортов и пирожных, а главное – вкусные. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.